общем, катаемся мы. Тренировочные круги. Суперфинал. 16 лучших. По идее, каждое первое, третье место принимает участие. Первое, третье место из своего класса принимает участие в этих гонках. Все, накатались. Как обычно. Ничего хорошего. Один круг я сделал в этой трассе. Ничего не запомнил, только понял, что кое-где есть прям очень нехорошие повороты. Вылетел пару раз через бруствер. Шины на месте, колеса с диски не покоцал, что вылеты были неинтересны. Да, дорога очень скользкая, нереально скользкая. Суперфинал. А, вон старая дорога. Первое, третье место с каждой группы сегодня участвует в суперфинале. Как правило, это очень сильные пилоты, гонщики, любители. И сегодня они будут соревноваться между собой. Я попал, так как я занял первое место в своей группе, соответственно, я тоже попал на это мероприятие. Но многие отказываются, потому что не дешевое удовольствие. Первый круг стоит 4000 рублей. Второй 2000, финал 1000. В финал, естественно, попадут не все. Будет какая-то групповая стадия, где каждый прокатится с каждым. Ну и потом сколько-то человек выйдет из группы. И дальше будет уже система на выбывание. Чтобы посетить данное мероприятие, пришлось встать очень рано. Я не люблю так рано вставать. Машины будет 2. Предоставили 2 гонщика. Машины чемпионы в классе передний привод и в классе турбо. Вот передний приводную я вижу, а класс турбо Daihatsu URV не вижу, а Daihatsu Miro вижу, он стоит. Конусов понаставили. Дорога скользкая, бруствера, говорят, не будет. По факту бруствер есть небольшой, но он как бритва. Что он талый такой. Многие отказываются, потому что не хотят. Раньше еще была машина на механике, сейчас выбил машину на автомате. Не хотят в силу, наверное, того, что дороговато. Ну, относительно основных соревнований дороговато. Может, просто не хотят. Может, нету в этом кайфа, не знаю. Я приехал посмотреть, что это такое, принять участие. Когда-то я хотел, и вот я приехал. Сейчас посмотрим. И помимо того, что минимум надо заплатить 4000 за гоночный день, так скажем. Ну и не день, это будет заезда 3-4 минимум. Так еще и есть вариант попасть на деньги. Попасть на деньги в каком плане? То есть пилоты все будут херачить на полную, я так понимаю. Я буду ехать в режиме лайта, потому что я ничего сломать не хочу. А если, не дай бог, кто-то из пилотов что-то сломает, то придется возмещать всем, кто участвует. Такой вот вариант попасть на деньги. Вот мероприятие. Раннее утро. Как, уже, наверное, часиков 9, да? Не совсем таки ранее, но вставать пришлось... уже почти 10. А вот вставать пришлось... 7 еще не было. Это без подготовки машины. Придется гонять. По факту тут очень сильные соперники. Лучшие. Я, наверное, самый слабый из них, не знаю. Посмотрим. Машины будут 2. Daihatsu Miro и Daihatsu URV. Ни на одной из них я не ездил никогда в жизни. И более того... я не ездил... выскочил. Более того, я не ездил на переднем приводе.
Все мои машины это полноприводные Subaru Forester. На другом я не катался. На переднем приводе на Mazda Atenza Sport 2,3 литра катался, но это было лето. То есть на снегу, на льду, на переднем приводе вообще нет. Что из этого получится, я даже... И Daihatsu маленькая машинка, тут брустверы, для нее это страшно. И на первом этапе, когда было много снега, она перевернула. Из-за того, что вылетела бруствер, ну и, соответственно, маленькая машина ее окрутила. Надеюсь, сегодня ничего подобного не произойдет, потому что все, кто принимает участие, солидарно возмещать ущерб владельцам этих авто. Владельцы — это два гонщика, а машины эти заняли первые места в классе передний привод и полный привод, соответственно. То есть Daihatsu URV обогнала VRX STI Evolution. И не есть. Так, радио, что тут? Куда? Вперед-назад? Ну вот, да. Я вообще на таких машинах не ездил. Ну что ж. Вообще не слышно. А, ну чуть-чуть слышно. Короче, надо аккуратно. Ну конечно. Так, ремень есть, все есть. Пец какой-то. Где печка? Хотя печку можно выключить. Так. ПР. Н2. Угу. Подъезжайте на старт, я сейчас пристреляю. Окей, где старт? Ага. Так, аккуратно, еще, стоп. Это вам, конечно, не это. Болит Формулы-1. Так, а где у меня финиш будет? Если я здесь... А, ну и финиш, соответственно, тут же будет. Почему я еще первый? Я хотел скушать апельсинку. А тут я почему-то стал еще и первым из всей этой толпы. Это какой-то капец. И я еще попал в самую сильную группу. Заезда проезжаю, еду домой. Это уже однозначно, потому что у Андрея выиграть это нереально. А Андрея, там еще и Туленко Константин, еще один. Короче, к топам я попал. И Петр Ужумов тоже топ. И все еще сейчас будут смотреть, как ехать. Руль, ну руль нормально. Резина у нас бридж. На переднем приводе, на льду вообще первый раз. Сейчас, секунду. Ну, хоть зад-вперед поездил. А, блин, еще и холодно, но печка тут, наверное, будет плюс. Гнать-то я никуда не буду. Да, я вообще попал. 5 секунд. 4, 3, 2, 1, старт. О, господи. О, даже едет. Не, это капец, конечно. Так, первый поворот. Да, это весело. Учитывая, что мой соперник на турбе едет. Это очень весело. Короче, жмешь педаль в пол, а машина не едет. Да, это вам не Subaru Forester турбовый на 280 кобыл. Так, а тут у нас что? Да едет, в принципе. Есть в этом какой-то кайф. Можно даже такую машинку купить. Специально для таких гонок. Так, шпилька у нас. Ну да, бридж-то в принципе тормозит, особенно вот где накатали.
на переднем приводе нормально. Никуда не торопишься. Едешь, типа даже вроде тормозишь. На турбо будет посложнее. Не, она цепляется прям довольно-таки неплохо. В натуре самовоз. Видишь выход из поворота и жмешь на газ. Так, а что тут со стабилизацией, я хрен его знает. Этот уже финишировал, что ли? Очень интересно. Так, и чё? И куда мне дальше? Я так понимаю, куда-то сюда, да? Раз он стоит там, то я, значит, где-то должен здесь стоять. Андрей, напомни, пожалуйста, ему, что через отсечку не нужно. Говорил, Окей. Смотри, короче, когда возвращаешься, Угу. ты, грубо говоря, вот финишировал, Мгм. сделал круг Ну да. вокруг отсечки, вот за Ага. машинами, и вернулся сюда, так проще. Так, а там я стартовал, там же и финишировал, да? Да-да-да. Чего там? Я говорю, там ведро еще то. Блин, на этом нормально ехать, а то-то лупит, да? Да нифига убил. Сейчас еще раз через отсечку. Стой. Вон там, отсечку не проходим. Между отсечками. Пацаны, Вот через сюда. засечку не хом. Она сейчас выключена, видишь? конечно, но Я понял. может быть включена, и вы там времени лишнего наделаете. Караул. Здесь проходим. Это туда работает, это туда работает. Сейчас я тут настроюсь-то хоть. Где... Ну, куда ремень-то цепляется? Вот это прикол.
Вот так. Так, она, короче, турбовая, 200 сил у нее. Да, привыкать к новой машине, это, конечно, прям вообще интересно. Тут, насколько я находил в интернете информацию, у нее турбина от Форестера стоит, что-то от JZ там, ну и так далее. Сидушки. Сидушки с Mazda RX-8, я так понимаю. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Типа даже едет. Шипит что-то тут. Blow-off. Да, тут поопаснее, она и повыше, чем Мира. Блов по приколу кто-то поставил. Ядро правильно, да, сказано. Интересная машина. Она мне, короче, напоминает ЗИЛ, как вот отец меня мелким катал на ЗИЛах. Ну, это интересно, конечно. Так, машина едет быстрее, соответственно, тормозить. Ага. Не, ну за дорогу цепляется, конечно, круто. Так-то. Блин, блов, конечно, интересный. На какой стороне руль, хрен его знает. Возможно, кстати, тут и рейка короткая. Это вам, конечно, не Subaru, который моментом раздувается. Так, и чего? Куда далее? А, наверное, туда, да? Не, прикольно. В следующий раз я, наверное, пошустрее поеду. Очень даже неплохо. Ремень, конечно, супер. Хрен поймешь. Не, интересно, да, в этом кайф свой есть. Так, отсечка. Олег 5:47, Андрей 5:12. Ого! 30 секунд, ёпта. Нет, ну прикольная машина. В следующий раз чуть пошустрее поеду.
Да, ремни, конечно, топ. Так, короче, ребята все топят не слабо. Где отсечка, я не знаю. B4 почему-то он называется. Все едут быстро. Я проехал плохо. Но у меня 3 монстра. То есть я самый лошок. Все трое едут круто, и они все были чемпионами в своих классах. В принципе, я тоже чемпион. Держится и цепляется неплохо. Даже, может быть, и едет. Прикольная машина, не Форестер, конечно, но, блин, кайф в этом свой есть. И тоже, по-моему, ее душит электроника, точно не знаю. Они на ней вырыксов и стяев обходят, я не знаю. Но, видимо, очень хорошо сливаются с машиной. Тут я зря, конечно, притормозил. Интересно, да. Чуть-чуть опередил он меня. Соответственно, на то я ему проиграю по-любому. Ну ладно. Паркинг. Прикольно, прикольно, ничего не скажешь. Болит номер 2. Ай. Так, ремень. Старт через 30 секунд. 10 секунд.
классный тут старт. Прям матерый. Да. Где мой Subaru Forester на 100-м бензине? Дело в том, что... Он даже боком умеет. Дорога скользче стала. Просто педаль в пол, хотя 70-80 едем, ничего себе. А на форике тут сколько бы было? Фига себе. Гоночный аппарат. Даже тормозить пытается. Все, мы уже 40 с газом едем. Вот тут надо тормозить. Тут специально для этого. Те трещинки на льду специально, чтобы оттормозиться. Ух ты! Ничего себе! Он даже так умеет. Или просто я не умею. Или просто я подоборзел чуть-чуть. Блин, тормозит классно, но это все заслуга Бриджстоуна. Вам не стабилизация Форестера. Сильно скорость погасил и все. Не понимаю, почему оно потом так ускоряется, интересно. Турбо наш агрегат. Ремень здесь, конечно, лютый. Так, ладно. Блин, к переключалке этой хрен привыкнешь. Он уже ехать не хочет. И тормоза ватные стали. Мне только что лучшее время круга показали. Может быть, поэтому. Мне кажется, им после круга надо будет дать отдохнуть. Типа под карбон все сделано. Гоночный болид. Уже скользей стал. Скользей или скольше. Короче, тоже турбояма небольшая есть.
Тормозить. Может быть, даже я его обогнал. Чуть-чуть. А мне еще на это ехать. На маленькой машинке. Хотя это тоже небольшая. Ух. Тикс. Так, супер этот отстегиваем. И выпрыгиваем. Не, классно на самом деле. Мне нравится, хоть и не выспался я ни хрена абсолютно. Так. Машина уже горячая, просто капец. Мне кажется, эти машинки не доживут до конца, если не дадут подостыть. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Грозный мобиль. Он уже не хочет ехать. Да, у него есть тоже такой затуп. Так, главное сейчас не это. Не начудить. Я-то у него вряд ли выиграю. На таком-то мобиле. Блин, интересно, скорость правда показывает? Нет, 80. Но скорость не чувствуется. Да, Bridgestone, конечно, крутые шины. Вообще бесспорно. Все-таки. Я еще жалею машину, а есть же вот 3 моих оппонента, они машины не жалеют. Не педаль в пол, газ в пол и понеслись. Как это было интересно. Я еще на видео снимаю. По-моему, тормознул, не доехав еще. Хочется подлокотник убрать, субаровский.
Текс, ну все, наши покатушки закончились. Мы на последнем месте в группе. С чистой совестью завершаем этот сезон. Такой вот бешеный агрегат у нас был. Только что двое этих пилотов, которые спорили за третье место, топовые пилоты, показали абсолютно одинаковое время. То есть до этого был разрыв в 0,1 секунды. Человек уехал из-за этого, то есть выбыл из-за 0,1 секунды. А теперь два топовых пилота показали одинаковое время. Охренеть можно. Заезд за первое место, я так понимаю. Маленький турбо-монстр, что-то с ним случилось. Что-то там смотрят, консилиум какой-то. А, кстати, все, кто участвует в данном мероприятии, несут материальную ответственность за любой из вот этих двух автомобилей, вне зависимости в чьих руках произошла поломка. Поломка произошла за полкруга до финала, я так понимаю. Сейчас еще налипнем на мотор. Сюрприз для тех, кто уехал с года. Мы на этих машинках гоняем часов с 10 утра, а сейчас уже 6 вечера. И постоянно они носятся. Сколько заездов сделала машина? 100, наверное. Ну, да, скорее всего, даже больше. Точно не подсчитывал. 13 участников постоянно гоняют. Минимально каждый участник проехал 3 раза на машине. А максимально 20 раз. Ну вот что-то случилось. Вот, кстати, поэтому я и сторонник того, чтобы на одной машине ездил один пилот. То есть ты круг боевой проехал, остановился, она поработала, заглушил, остывает. А когда вот так вот эксплуатируют машину, то вот такие вот финиши и случаются. Я когда первый раз приехал на эти соревнования, передо мной стартовал Ford Escape. Там был экипаж, муж и жена, я так понимаю. В нашей группе было немного участников, человек, наверное, 7, может 6. И получилось так, что первой ехала жена его на этом Форде, а вторым ехал он. То есть буквально вот через 6 участников. А трасса была довольно-таки протяженная, секунд, ну, минут там на 7, наверное. В общем, смысл в том, что Форд только финишировал, сразу в него сел муж этой супруги, так скажем, и поехал в более крутом режиме, в более динамичном режиме, чем его жена. Ну, соответственно, они положили мотор. Ну, точнее, в руках этого мужчины мотор лег. Так, ну вроде с машиной что-то там решили. Капот подняли, все заглянули, посмотрели. Капот опустили, прокатились. Назад вернулись. И сейчас у него, видимо, будет перезаезд. Сел владелец Daihatsu Юрий. Чемпионство. Претендент на чемпионство уже все проехал, время зафиксировано. Сейчас поедет второй претендент на чемпионство, но мне кажется, он едет чуть похуже, чем первый. И сейчас главная интрига, пойдет он или нет. Все внимание на Юрия.
то ли не едет. Финиш состоялся. И главный момент, что же, кто же чемпион? И чемпион у нас Туленко Константин, с чем я его и поздравляю. Разница 1,4 секунды, да? Нормально. Вот Тою, блин, все-таки нет. Не Бриджстоун ни хрена. На Тою надо перестраховываться. Бриджстоун, но что-то оно может. Я, кстати, думал, что это твердый снег, а я его даже не заметил. Они тут шуги уже накатали. Тут у нас конусы, кстати, были. Без конусов не получилось. Ну, 2:40, наверное. Неплохо, весьма.
вроде даже и тормозит. А вроде и не тормозит. Ну, почти как на этом, на турбово Мира, да?